The world is mine. Приветствую вас, дорогие подписчики и всех, кто смотрит мои видео. И снова я с вами. Сегодня будет роскошный ужин. Я купил на базаре вот такую замечательную баранью ногу. Посмотрите, какой хороший и свежий, большой кусок, сколько тут мяса и хорошая прослойка жира. И сейчас взвесим и посмотрим. Получилось ровно 1392 грамма. И буду я сегодня запекать баранью ногу в духовке. А для начала, конечно же, нужно хорошо помыть мясо в холодной проточной воде. В задней ноге много нежного, нежирного мяса и мало костей. В бараньем окороке содержится белок, который легко усваивается, а вот жира меньше. Из мясных продуктов, баранина считается лидером по содержанию железа. Окорок – наиболее популярная часть для запекания тушки молодого барашка. Из баранины получается очень вкусный шашлык, который не сравним с другими вариантами такого мясного деликатеса. Все, мясо чистое. Теперь подготовлю специи для маринования. В любом маринаде баранина всегда получается очень сочный, нежный, а главное, аппетитный, не оставив никого равнодушным. Я буду использовать семена зиры около чайной ложки. Нужно немного ее измельчить, можно это сделать руками. Пол чайной ложки черного перца, чайную ложку приправы карри, чайную ложку с горкой хмели сунели, 1/3 чайной ложки соли. А перед тем как мариновать, сделаю в мясе надрезы, чтоб специи лучше проникли в толщу мяса. Обычно в эти надрезы засовывают чеснок, но я не буду использовать его. Все. Теперь обильно, хорошо везде посыпаю специями весь кусок. И начинаю руками тщательно втирать в кусок все специи. Отлично. Теперь накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 5 часов. А вообще, чем дольше будет лежать в маринаде, тем лучше. Прошло 5 часов, духовка уже разогрета. Беру большой противень, наливаю немного кокосового масла. Кладу хорошо промариновавшуюся в специях баранью ногу на противень. Отправляю в уже разогретую духовку до 180 градусов ровно на 2 часа. Ну вот прошли долгожданные 2 часа. Все готово. Все бурлит, все шипит. Запах такой обалденный от блюда стоит. Я еще нарезал несколько кусочков докторской колбаски и тоже бросил их на противень за 40 минут до готовности. Нога хорошо приготовилась, как я и люблю, чтоб с корочкой. Все приготовилось сочным и вкусным, посмотрите сколько масла, плюс с хорошей корочкой. Сейчас я вам покажу в разрезе, как хорошо получилось. Внутри мяса все хорошо пропеклось и в то же время оно не жесткое. Посмотрите, какой цвет. Запах просто неописуемый. И вытопившийся жир очень придаст мясу превосходный вкус. Остается только нарезать куски, обмакивать их в собственном соку, в этом вкусном масле и наслаждаться этим изысканным вкусом. Я уже смотрю на тарелку как голодный лев. Жалко, что через монитор вам нельзя передать этот ароматный запах. Но я думаю, и так все видно и понятно. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Я буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал. Я буду продолжать стараться делать интересные и вкусные видеорецепты, но с вашей поддержкой мне будет намного приятнее снимать новые рецепты. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам понравилось. Желаю всем удачи и всего самого лучшего. С вами был канал Скромная жизнь. До скорой встречи. The world is mine.